Здравствуйте, друзья! Славянские праздники Майя. Порадоваться новой жизни, которая расцветает на грани весны и лета, и проводить за пределы мира живых смерть – вот главная суть майских праздников древних славян. Первого мая славяне справляли Живин день. У многих народов языческого мира существовала традиция праздновать в начале мая возрождение природы. И древние славяне не были исключением. 1 мая они справляли Живин день, когда славили дочь богини Лады Живу, дающую миру цветение и плодородие. Время Живы на земле наставало, когда начинали зеленеть сады и огороды, поля и леса, когда люди видели красоту юной весенней природы и заново познавали радость любви. Славяне представляли богиню молодой женщины в богатом наряде, украшенном цветами и плодами, под ласковым взглядом которой еще сильнее расцветает земля. А воплощением Живы наши предки считали кукушку. Согласно поверьям, эта птичка прилетала прямо из Ирия, откуда приходили души новорожденных и куда удалялись усопшие. Оттого она и имела власть над продолжительностью людской жизни и могла рассказать каждому, какой срок ему отпущен на земле. К Живе кукушки обращались те, кому на роду была написана короткая жизнь. Считалось, что если хорошенько попросить богиню, она может своей волей продлить годы человека. Славяне посвящали Живе целые рощи, где устраивали тризны в ее честь, потому что именно она почиталась как создательница лесов. Когда боги творили землю, они позабыли о деревьях и водоемах. Богиня Жива спустилась с небес взглянуть на Божье создание, но быстро утомилась, бродя по горам и равнинам под палящим солнцем. Присела отдохнуть и задремала. Увидал ее в это время великан Болот, воспылал нечистой страстью и схватил Живу в объятия. Богиня вырвалась и сбежала обратно на небеса, но во время бегства обронила гребень и ленту из косы. И там, где они упали, вырос лес, через который текла река. С тех пор на земле появились леса и реки, и люди чтили их как дар от Живы. Жива оказывала покровительство девушкам и молодым женам, а потому в праздник они славили богиню обрядовыми песнями и пляской с метлами около костра, ритуально очищая место, где жили от следов нечисти и богини смерти Марены. Также в этот день полагалось прыгнуть через костер, чтобы очиститься от хворей и других напастей, а заодно продлить себе жизнь. Молодежь в Живин день разыгрывала представление о путешествии души в мир Нави и возвращении ее невредимой обратно в Явь. А дети выпускали на волю из клеток птиц и угощались обрядовым печеньем, жаворонком, призывая к людям тепло и цветение. Зеленое воскресенье. В первое воскресенье мая наступал зельник. В первое воскресенье мая наступал зельник, день растущей и расцветающей природы, торжество новой весенней жизни, свежих трав и листвы. Во время сбора зелени полагалось петь песни о весне, а по одному пучку травы непременно оплакать. Слезы символизировали дождь, и ритуальный плач обеспечивал славянам лето без засухи и богатый урожай. Вечером перед праздником, собранным зеленым урожаем, вся семья украшала дом. Растения развешивали не только в жилище, но и на окнах, ставнях, воротах, заборах и даже на сараях и загонах для скота. Это должно было показать богам, что люди готовы к приходу тепла и цветения, а также отогнать любую нечисть от деревни. На полу в домах расстилали травы – чебрец, полынь, любесток, папоротник, мяту. Считалось, что на зельник они приобретают чудесные свойства, могут оздоровить семью, очистить помещения и привлечь в них добрых духов. Первые цветы и ветки с молодой зеленью сушили и хранили до жатвы, когда клали их в житницу и примешивали к сену, чтобы урожай не испортила нечисть или непогода. Для того же, чтобы урожай был обильным, по деревне водили тополю, убранную венками и цветами девушку. Для этой роли старались выбрать рослую и красивую девицу, которая представляла собой образ плодородной, щедрой природы. Тополю с песнями и плясками водили по улицам. Она кланялась всем встречным и желала доброго урожая, за что получала от сельчан угощения и монетки на ленты. Девушки на зельник исполняли обряд завивания березки, и нужно было отправиться в лес, найти молодую березку, закрутить ветки дерева кольцами и связать их. Затем под завитыми березами устраивалось праздничное угощение с пирогами, кашей, квасом и обязательной ритуальной яичницей.
Первой ложкой каши угощали березку, а после трапезы водили хороводы с песнями о девичьей доле. Через неделю на русалочьи проводы девушки проверяли свои березки и гадали о замужестве. Крепко держащиеся зеленые ветки сулили прочный счастливый брак, а увядшие или развившиеся девичество или даже раннюю смерть. Другое гадание о судьбе можно было провести с венками из первых весенних цветов. Их бросали в реку и смотрели, что с ними станет. Если течение уносило венок вдаль, девице предстояла скорая встреча с женихом. Если прибивало к берегу, значит, замужество ожидалось не скоро. Если же венок тонул, стало быть, судьба предвещала разлуку с милым другом. По легенде, у наших предков был серьезный стимул праздновать Зеленое воскресенье как следует, от души. Считалось, что если деревня хорошо погуляет на зельник, то в ближайшем лесу к ночи высеется папоротник, цветущий на Ивана Купала, и приносящий счастье и удачу тому, кто его найдет. Проводы русалок, возвращение в Навь. Спустя неделю после зельника праздновали проводы русалок, день, после которого души неупокоенных мертвецов теряли способность ходить по земле и влиять на людские жизни. Главным персонажем обрядов в этот день была русалка, известный персонаж славянского фольклора. В сказках в русалок превращаются умершие дети и девушки, обычно утопленницы, которых водяной утащил к себе в услужение. Считалось, что эти существа опасны для людей, могут защекотать их до смерти или заворожить и увести с собой под воду. На Русале Великодень славяне ходили по деревне с ритуальными песнями, затем накрывали столы непременно за околицы селения под открытым небом. Затем, ближе к вечеру, наступало время главного обряда – проводов русалки. Для этого из девушек выбиралась одна на роль провожаемой, рядилась в белую рубаху, распускала волосы, подружки убирали ее с головы до ног венками и зеленью, и поздно вечером вместе со всей общиной вели за деревню. Русалка в это время старалась напасть на односельчан, защекотать их или иначе напугать, а для того, чтобы гнать нечисть из села, выбирали бойкого подростка, Говорка, который знал множество прибауток и мог насмехаться над русалкой, веселя собравшихся. Другие участники проводов должны были создавать шумовой эффект, громко петь, играть на балалайках и дудках, греметь трещотками, бить в тазы и щелкать кнутами. Считалось, что так нечисть испугается и быстрее уберется из села. Русалку традиционно провожали подальше от поселения, за лес, к реке, в такие места, которые наши предки воспринимали как пограничье между мирами мертвых и живых. Там с русалки срывали венки, разбрасывали их и разбегались в разные стороны, чтобы их нельзя было догнать и навредить. На рассвете, когда, согласно поверьям, русалки уходили далеко от деревни, все шли купаться в очищенной от нечисти воде реки. Ежегодное проведение обряда можно объяснить желанием славян избавиться от опасного существа, вселяющего в людей страх. Провожая русалок, люди тем самым изгоняли, выпроваживали из своего жизненного пространства беспокойные души умерших, старались вернуть их в Навь, где им и было место. Ближе к концу мая – поминальный день, весенние деды. Ближе к концу мая, когда на славянских землях уже должно было наступить лето, приходил поминальный день, весенние деды. Когда души предков спускались из Зири взглянуть, как идут дела у их детей, внуков и правнуков. Дедами называли усопших предков от основателя рода до недавно ушедших близких, культ почитания которых был одной из основ славянского язычества. В этот праздник непременно посещали кладбища с ритуальными дарами, блинами, пирогами, киселями, кашами, расписными яйцами и другими обрядовыми кушаньями. Славяне считали смерть лишь переходом в иной мир, к предкам и богам, а потому весенние деды вовсе не были печальным днем. На погостах устраивались настоящие пиры с поминальными речами, песнями, шутками и всеобщим весельем. Частью праздника были даже настоящие бои, сражения в честь предков, чтобы они видели, какие доблестные воины остались жить на земле. Накрывая же столы для угощения, славяне никогда не забывали поставить отдельное блюдо для душ предков с лучшими яствами. Характерны для дедов особые песни-заклички, некоторые из них призывали пращуров не оставлять своим попечением живых людей, помогать им в сельских работах и других мирских делах. Другие же закликали первый весенний дождь. Считалось, что в день праздника небеса должны разродиться хотя бы совсем небольшим дождиком.
Если песни помогали и дождь в самом деле случался, нужно было умыться его каплями, и эта вода должна была принести счастье. Если же гремела еще и гроза, то она приносила хорошие вести и удачный год. А следом за весенними дедами совсем недолго оставалось ждать теплого солнечного лета. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.